Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз. Что случится, что произойдет в ближайшее время? Что скоро, а возможно и неожиданно, войдет в вашу жизнь, придет на ваш порог? Цыганский старинный пасьянс. События ближайших дней. Что буквально со дня на день произойдет, случится в вашей жизни, вот давайте с вами узнаем. И цыганский старинный пасьянс, ну вот ни разу не о философии, а конкретно нам как иллюстрация того, что может произойти или случиться. Давайте узнаем, что для стрельцов в ближайшие дни, или, как мы говорим, со дня на день. Конечно, будем реалистами, любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, смотрим, что со дня на день случится, произойдет, какие события могут быть наиболее актуальными, возможно, те события, которые потребуют от вас взвешенных решений или, ну, как обдумывание, какая-то ситуация, возможно, и так. Смотрим, пока не вижу, чтобы у нас что-то совпало. Идем дальше. Ну вот совпадает, смотрите, вокруг вас как будто много пустых разговоров. Мельница. Но и такое значение может говорить, что и вы можете быть втянуты. Есть какие-то беседы, которые, в принципе, не несут смысла. Но потерять времени мы можем очень много. И вот уже вижу, что у вас совпадает, смотрите, часы. В нашем пасьянсе это добрые перемены. Добрые перемены спешат на ваш порог. Точно. Но при этом, видимо, есть много или обсуждений каких-то, может быть, домыслов, не обязательно ваших, хотя и, может быть, и ваши предположения, получится, не получится, что-то вы просчитываете. Но я бы не сказала, что совет надо держать с кем-то, потому что каждый человек видит, воспринимает то, что происходит именно так, как он воспринимает. А каждый из нас– это индивидуальность, ярко выраженная. Вот, кстати, выраженная индивидуальность, когда у нас уже в мае, в конце апреля Уран окажется в Близнецах, а Плутон, как известно, в Водолее. Вот здесь все то, что способствует выражению индивидуальности каждого из нас. Для кого-то это творчество, хобби, для кого-то просто задумка, поездка, может быть, путешествие или выучить язык, ну, у кого что, или по работе достичь там каких-то вершин, да, добиться чего-то. Вот именно благодаря индивидуальности, тому, как вы это видите. Конечно, это нужно как-то оформить в красивый гармоничный узор взаимодействия со всеми остальными. Если мы говорим счастье, когда нас понимают, так вот вашу задумку должны понять, но при этом не как бы не отговаривать. Может быть, и стоит принять во внимание чью-то точку зрения, но обдумав сделать по-своему. Это все-таки такое значение, которое может у нас забрать много времени, много сил, где-то создать нам путаницу, да, и мы говорим пустые разговоры. Но у вас, мои дорогие стрельцы, четко карты показывают добрые перемены, рядом кот, а кот это хорошее настроение, конечно. Это еще и флирт, поэтому для кого-то новые знакомые. Но, видимо, не все так однозначно. Смотрите, и я должна сказать, что у вас не у первых. Вот. На ближайшие дни выпадает колокол. Что такое колокол? Это неожиданное известие. И это не совсем, вот есть тут молния, да, в нашем пасьянсе. Это тоже неожиданное, но это молниеносно имеется известие. Колокол– это, знаете, какие-то внешние новости, может быть, события с кем-то, или новости, которые нам приносит конкретный человек, или то, что мы можем узнать. У вас выпадает, смотрите, еще книга. Книга– это учреждение. Для кого-то это буквально будет означать работа, для кого-то, может быть, высокие инстанции. Когда вы узнаете, к примеру, что что-то либо меняется, мы можем где-то и опешить, не без этого. Но для вас это все равно нам карта дала четко понять, что это добрые перемены. Вот поэтому, наверное, вам и важна индивидуальность. Вполне вероятно, вам нужно то, что вас, может быть, на первый момент, ну, как-то ставит в тупик. Тем не менее, в этом и есть как раз возможность. Может быть, по этому значению это то, что, к примеру, если мы говорим э, учреждение, да, здесь может быть такая конфигурация, когда меняются законы, все же здесь такое, ну, как нормативный акт.
Хотя для кого-то я могу предположить, на работе график меняется, это будет объявлено, да, вот неожиданно колокол. Или решение какого-то человека тоже для вас будет несколько неожиданно. Но задача это как-то переложить вам во благо, потому что явно для вас это, знаете, как какой-то прогресс. Гости, может быть, вы кому-то в гости, а может быть и к вам кто-то в гости. Кстати, могут быть какие-то перестановки на работе. Может быть, это связано, с руководителем, да, когда руководство меняется. А кто знает, может быть, кто-то из коллег увольняется. Вот это именно какая-то внешняя история, которая на вас, она все равно как бы оказывает влияние. И поэтому вам нужно с тем, что будет, правильно взаимодействовать, как будто это по судьбе. А для кого-то из вас, ну, вот так выпадают карты, может быть окончательное решение. Я больше не хочу оставаться в сольном варианте. И вы решите уйти от одиночества. И будете искать какие-то новые выходы. Может быть, ну вот именно выходы я имею в виду, когда, может быть, кто-то начнет расширять диапазон общения, свой даже кругозор, чтобы впустить людей новых в свою жизнь. Вот я этого не исключаю. И, кстати, добрым триггером может побудить или побудительным мотивом может как раз и служить какое-то сообщение. И вам как будто это по судьбе. Да, от молнии тоже как будто не обойтись. Не одно известие, а два. И это внешнее, а это молниеносное. Но это может быть что угодно. Это может быть звонок. Звонок человека. Или известие о том, что кто-то к вам приезжает в гости. Или вы сами намереваетесь кому-то поехать. Может быть, это внезапная какая-то встреча. Или пусть даже кто-то напишет и напишет вам: "Давай встретимся", да, вот что-то такое. Вполне вероятно. Перекладываете на себя. Тут что-то интересное может быть, мои дорогие стрельцы. И в нашем пасьянсе то, что находится по горизонтали и по вертикали в крайних рядах, мы можем соединить. Но вот смотрю, не вижу я больше совпадений. Сейчас еще более внимательно. Ну, как будто все рассказала. Давайте пойдем с вами дальше. И если мы сказали, что скоро, а возможно и неожиданно, вот давайте эти два пункта рассмотрим поподробнее, что там для стрельцов в ближайшие дни. Будет скоро, да? Ну, скоро это где-то, может, неделя, две, девятка огня. Это, знаете, мы когда делаем какой-то очень важный вывод и понимаем, что есть пункт или есть сфера жизни, в которой, ну, уже мы сделали все, что могли. Наступает время перемен. Вот именно мы подходим к переменам, и от нас по этой карте как будто потребуется действие, но в другом формате. Или так, как мы прежде не поступали. Очень где-то это пересекается со всем то, что я сказала. Может быть, как раз этот колокол и означает, что, ну, вот нужно что-то переделать или изменить свою тактику, потому что огонь- это всегда ведь и намерение, и, главное, это действие. Так вот, по девятке, конечно, некоторая предосторожность нам совершенно необходима, но по этой карте переоценка ценностей, потому что или обстоятельства так складываются, или вы понимаете, вы что-то сделали уже в подобном ключе или вот по какой-то работе, по заданной теме или отношениям. Вы сделали все, что могли. Но есть еще такой момент, и не торопись. Все-таки искусство, я всегда говорю по девятке жезлов, мелких шагов. Нам нужно осмотреться. Вот именно осмотреться, потому что вот эта карта повешенной. Именно в этой колоде говорят: за промедление тебе стрелец помогает, поэтому не торопитесь. Где-то себя не накручивайте, или если вас кто-то даже, да, пытается словно ускорить, воздействуя на ваши эмоции. Нет, тут надо делать все, смотрите, по закону, какой бы вопрос, на каком уровне вы не решали. Здесь не должно что-то строиться на словах. То есть если вам действительно что-то предлагают, продумайте этот момент. Может быть, выпишите себе, как составьте тезис-план, какие вопросы нужно задать. Потому что по аркану правосудия это правда, это как судьба, это карма. Мы не случайно сталкиваемся с такими обстоятельствами или с людьми, и на ближайшее время, может быть, это
какая-то история, которая уже известна вам, с известным человеком, именно вам. И тут что-то, ну, вам придется переделать, переиначить, перестроить и себя как будто перестроить на новый лад тоже, поэтому необходимо осмотреться. Но все же карта говорит, ты тут не торопись, тут действительно какой-то тезис-план, продумывание. И чтобы то, что вам обещают, или, мои дорогие, то, что вы хотите сами осуществить, оно все равно должно быть как-то с практикой, ну, согласовываться. Здесь буквально, когда эта карта выпадает, вас защищает закон. Поэтому будет очень важно, чтобы ваши документы были в порядке. И если вдруг приходит какое-то известие, да, или, кстати, тоже ведь по-разному может быть, какие-то пустые разговоры, может быть, как м, такой наводящий момент, что ожидается какая-то проверка, а вы руководитель, ну, к примеру. Ну, наверное, не лишним будет проверить документы, в которых вы ставили подписи, печати, может быть, за что вы там подписывались, да. Вот здесь, знаете, комар не должен подточить носа, будем говорить таким образом, чтобы, ну, создалась какая-то ситуация, когда вам каким-то образом то, что вы сделали прежде, могло помешать. Всегда ведь это закон причины и следствия. И тут, знаете, как будет что-то стремиться к равновесию. Может быть, сама обстановка, ситуация будет пытаться выравниваться. Так что уже это скоро. Вообще, с чем это связано? Вестник воды. Вестники — это у нас как рыцари, а вода — это наши эмоции, мои дорогие. Поэтому здесь может быть какие-то как, добрые эмоции, правда, у кого-то предложение, встреча какая-то очень важная с конкретным человеком, которого вы, тем не менее, будете рады видеть. Или пусть создается какая-то беседа, но каким-то образом она вас вдохновляет. А вообще в этой колоде это романтическое увлечение у кого-то. И именно кот, флирт, знакомство, пусть не знакомство, вы этого человека уже знали, но тогда э, это, знаете, как, может быть, и новый этап отношений. Иногда по этой карте начало близости. Вот так. Поэтому, может быть, у кого-то и выход из одиночества, потому что вы понимаете, а это нет, это никуда ведет. Какая-то прежняя история закончилась, да, и у вас было время обдумать. Но вот сейчас, наверное, было бы неосмотрительно кому-то что-то обещать все-таки нет. Может быть, и карты говорят, если у тебя есть стрелец новые знакомые, не торопись брать за кого-то обязательства. Или, может быть, торопиться под венец, вот, кстати. Тебе буквально промедление какое-то помогает. Так что же неожиданно для стрельцов? Давайте узнаем. Что неожиданно в ближайшее время для стрельцов? Ну, это не совсем карта неожиданности. Хотя по двойке Земли неожиданная какая-то спонтанность может быть. Спонтанный маршрут, ваше спонтанное решение, творческий инсайт. Здесь мы ищем, пытаемся, да, как дорожку к будущему проложить, но все наши начинания имеют начало в нашем интеллекте, в нашей ментальности. По двойке Земли мы вынуждены что-то удерживать, может быть, или где-то собой не рисковать, понимаете? Тут надо оттолкнуться то, что у вас есть на данный момент. Так что же это такое? Да, вот теперь понятно, обратите внимание. Снова вестник, движение, активность, огонь. Два раза и движение, и активность наша девушка. Венок из свечей, планов море или громадье. И многое хочется осуществить. Но мы рискуем как будто попасть в просак, если мы возьмемся за все вот как бы понемногу, а в итоге что-то так весомо основательно не получится сделать ничего. Вам придется с чем-то разбираться, мои дорогие, чему-то отдавать предпочтение. С учетом двойки Земли есть такое значение, будь легок на подъем, как я сказала, да, может быть, вам и придется куда-то съездить, с кем-то переговорить, чтобы разобраться, насколько что-то или кто-то приемлем вам. Пусть это будет план, пусть это будет у кого-то отношения, продолжение отношений, будь то личностных, будь то по работе. Вот вам предстоит разобраться, не сидеть что-то самому не додумывать. Ведь двойка Земли, пусть не в этой колоде, нам тоже говорит: пробуй, пока не получится или не надоест. Потому что мы знаем, двойка Земли — это часто
у нас как жонглёр. Пробуем одно, второе, видим, что, ну, не получилось. Не получилось, окей, пойдем дальше. Это все-таки доброе значение, когда есть какая-то платформа, подушка безопасности и баланс, безусловно. Где-то нам тоже говорят, держи баланс, работа, отдых. А вестник огня, если мы говорим, уставшие люди делают ошибки, планов много, мыслей каких-то много, но, может быть, и хочется. Это новое приключение, кстати. У нас колода добра, которую создала великолепная художник, но главное психолог и таролог с большим стажем Колет Барон Рид. Так вот, она буквально прописала по вестнику огня новые приключения. Так может быть, это у кого-то связано новое приключение с новым знакомым или знакомой. Поэтому тут не торопитесь делать какие-то выводы, но вместе с этим это самостоятельное творчество, работа на себя именно. И я как будто обновляюсь и готов к неожиданностям. Это у нас как рыцарь жезлов. И я часто говорю, будь готов к неожиданностям. А у нас мы смотрим, что неожиданно. Неожиданности будут, приготовься к ним, стрелец. Много информации, снова говорят. Карты, и я часто называю информационного хаоса, пятерка огня, а здесь мы с вами уже увидели, что, ну, мельница, да, это мели и мели твоя неделя, что-то вот такое. По пятерке огня, видимо, тут вам карты говорят, неожиданной информации будет много, но ты, стрелец, не должен замечтаться, не всему можно верить. Это, знаете, с другой стороны, может быть, как уважение различий. Мы никому ничего по этой карте не доказываем. Мы принимаем людей такие, какие они есть. Мы не пришли в этот мир кого-то воспитывать. Но это точно так же может говорить о вашей какой-то сумасшедшей идее буквально. И, может быть, где-то открытость новым людям. Вот именно Колет Барон Рид прописала и такое значение. Поэтому у кого-то новое, правда, новые отношения, новые знакомые. Пусть это только начинающееся какое-то знакомство. Тут нельзя замечтаться. Все-таки семерка воздуха нам тоже говорит, учись находить со всеми общий язык и принимать людей с одной стороны, такие, как они есть, но и себе не создать какую-то турбулентность дополнительно. Не торопись с выводами, потому что вполне вероятно, то, что кажется сейчас, и больше тут этого именно через людей, через отношения. Неважно, какой сферы жизни это касается. Мы можем, к примеру, наоборот, ведь думать даже о человеке, который, ну, резок в суждениях, что нет, нам это не нравится, нам это не подходит. Тем не менее, ну, не держит что-то за пазухой, да, негативный человек. Он просто такой. Поэтому он может быть хорошим другом, несмотря на особенности характера. Но бывают и другие люди по семерке воздуха. Все-таки бди, как будто, да, держи руку на пульсе, нам тоже говорят. И совсем не обязательно, если кто-то поет нам дифирамбы, то на самом деле нам человек желает чего-то хорошего. Но, тем не менее, в этой колоде именно Колет Барон Рид независимость прописала. Желание жить по своим правилам и не удовлетворять чужие ожидания. Вы благородные люди, мои дорогие стрельцы. И это такая особенность, когда на ваше благородство вас как можно поймать на удочку. Помните, что вот ваша какая-то идея, пусть она одна, пусть она сумасшедшая. Мы где-то так вскользь с вами сказали в картах пасьянса. Вот это приоритет. Да, продумать надо, каким образом вы будете подавать свою идею, как вы будете себя как будто продвигать. Явно какой-то промоушен присутствует, будь то это в работе или в достижении карьеры, в личном творчестве, дополнительном заработке или в отношениях. Но знаете, очень продуманные шаги. Сначала думаем, потом действуем, но никак не наоборот. Так к чему это все идет? Мне очень интересно, давайте узнаем. К чему это все идет? Но вы должны буквально стать кому-то харизматичным лидером. Кому-то, почему я говорю, потому что это именно в этой колоде наставник, духовный учитель. Может быть, это как на вас равняются, может быть, от вас, мои дорогие стрельцы, ждут какого-то весомого слова. Причем эта карта, пусть не в этой колоде, но тем не менее, она, я часто говорю, это как король жезлов. Да, мы можем кого-то вдохновлять, вы можете, да? Или вы, ну, можете где-то даже, если вы эксперт в какой-то области, давать советы. Но это не предусматривает, что вы будете выполнять
какую-то работу за кого-то. Вот ваше время выйти на авансцену. Но сделать это как-то не в тех методах, как вы это делали раньше. Сама по себе возможности перемены. Я допускаю для кого-то конкретно получить новую должность. И изящно закрыть дверь в прошлое. Вот конкретно так Колет барон Рид нам советует. К чему все идет. Что-то у вас определяется, проясняется. Точно. Какое-то есть намерение, паш огня. Или иногда пажи, я тоже об этом говорю. Это у нас вестники. Поэтому с новостями у вас тут как будто тоже полный порядок. Может быть, этих новостей будет даже много. Но это начало проекта. Всегда это начало. А, Мы себе говорим: "Я смею мечтать по этой карте", но мы должны свести риски к нулю. И, может быть, вот поэтому где-то нам двойка пентаклей, да, двойка земли, и говорит: есть то, на что ты можешь опереться. Или, знаете, есть какой-то базис, которым вы вообще не можете рисковать. Идея идеей, задумка — это прекрасно, но есть, знаете, что-то незыблемое в вас, что вы не должны, ну, как себя словно обесточить или как отдать себя без остатка. Или, может быть, даже это касается материальных вопросов. Поэтому рискованные шаги. Тут будьте внимательны, к чему все идет. Вот 2 пажа. Вы знаете, наверное, скучать будет некогда в ближайшее время. И действительно много новостей, причем одни будут достоверные, они не имеют смысл принять это где-то во внимание или в расчет, но будут, видимо, и те, которые, ну, не ведут никуда. Поэтому, знаете, это по пажу воздуха, это как действительно для кого-то может пашей быть решение, но это еще на уровне недоказанной теории. Или какая-то другая точка зрения. Ну, может быть, вам придется действительно основная задача для вас, мои дорогие стрельцы, со дня на день быть правильно понятым, правильно изложить свою мысль, правильно изложить свою идею, может быть, даже к выступлению какому-то или просто к важной беседе. Как ни странно, надо подготовиться. Я говорила о тезис-плане. Теперь снова повторюсь. Вам как будто без него не обойтись, иначе разговор может уйти в никуда или совсем не в тот маршрут, как вы это предполагали, или вас могут сбить с толку, и вы чего-то важного не скажете, а наоборот наговорите чего-то ненужного. Вот, кстати, примите к сведению. Так а что это такое? Что это у вас проясняется? Четверка воды. Почему был долгий, может быть, застой? Почему долгое время вы чего-то не могли сделать? По пятерке воздуха нам снова говорят. Вы знаете, вы тут можете прояснить еще, что вам действительно мешает. Обратите внимание, пятерка воздуха. Прекрасная девушка на пуантах, стоя на цыпочках, на канате, держит баланс. И вам придется держать этот баланс. И опять же, птицы, очень много эмоций. Вот, может быть, говорят, в споре рождается истина, но для вас спор, он должен быть таким интеллектуальным, чтобы он не переходил на личности. Держите марку, правда, на личности не должно что-то переходить. А если какая-то беседа в вашем отношении, вам что-то не нравится, ну, мы, знаете, мы можем парировать и то от первого лица, как мы это думаем, нашим близким. Если это как-то сопряжено именно с общением посторонними людьми, мы ведь можем порой вообще не отвечать. Но, тем не менее, по пятерке воздуха нам здесь дают совет. Да, какая-то напряженность может быть, но, тем не менее, основная, наверное, задача и девиз: "Я живу сам и даю жить другим". Вот явно вы тут будете какие-то параллели проводить, и, может быть, даже от чего-то вы сами откажетесь. Не случайно изящное завершение, мои дорогие. С чем это связано? А вы знаете, искушение, 15-й аркан — это как нас что-то удерживало. Дьявола аркан. Это какая-то была зависимая ситуация. Вот у вас эту зависимость, как какую-то, ну, что-то такое тяжелое, порочное, может быть. Или, может быть, это даже ваши мысли, не обязательно порочные, правда, я имею в виду. Порочное — это, как, знаете, бывают все-таки отношения, когда мы даже страсть испытываем, почему нет? Но умом понимаем, что
но нам это не во благо. Для кого-то из вас не торопись вот все то, что мы говорили, с новыми знакомыми. Потому что тут всегда присутствует такое значение, как игра. Это только искушение, мои дорогие. Поэтому не заиграйся, иначе какая-то игра может перейти в опасность. А игру может установить кто-то другой. Нам сказали много информации. Может быть, это и ваша игра. Нужно четко понимать, когда я готов остановиться. Давайте совет. Тройка воды, очень добрая карта. Посмотрите, русалочка. Прекрасная русалочка. Как будто жемчужина в раковине нашла. И вообще для вас действительно это добрая перемена. Ведь это, по сути, идет карта праздника, приятных эмоций, чего-то доброго, хорошего. Тут дружба какая-то устанавливается. Я не исключаю, что это у кого-то даже через работу, потому что общая цель, как какое-то сокровище мы находим. Но и карта говорит, время принимать друг друга. С теми, наверное, ну, светлыми сторонами и темными, какие уже присутствуют. Шутку говоря, со всеми тараканами в голове. Но вот здесь вы можете столкнуться, встретиться. Пусть это будет конкретный человек, у кого-то по работе, у кого-то в личной жизни, который вам интересен. И здесь мы не продавливаем все-таки какую-то свою точку зрения, а мы стараемся именно принимать людей такими, как они есть. И вам это, видимо, помогает существенно. Вы чего-то не упустите. Может быть, через такое дружественное общение к вам и приходят перемены или какие-то возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. И я оставляю все ссылки на свой сайт в описании под видео. Переходите, читайте. Подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.